Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Сегодня у нас мастер-класс по вязанию вот таких замечательных босоножек. Я думаю, что они вам понравятся. Если вы смотрите сейчас это видео, еще не подписавшись на канал, сделайте это прямо сейчас. Я очень благодарна всем, кто подписывается на канал, кто ставит лайки и пишет комментарии. Вы меня очень воодушевляете на создание все новых и новых моделей. Начинаем наш мастер-класс. Что нужно для начала? Конечно, подошва. Я подобрала вот такую подошву черного цвета. Проколола отверстия на расстоянии полсантиметра друг от друга по всей окружности. И теперь здесь нет названия. S523 код подошвы. 36 размер. Такой невысокий каблучок, ну, довольно плотная. Еще мне нужна будет стелечка. Вот такая стелечка Оливия я купила. Оливия Комфорт — это стелька, которая очень удобная. Она относится к разряду спортивных, гигроскопичная. Ну, в общем, и стирается, и высыхает очень быстро. Ну, вот хорошая стелечка. И я вот такую черную стельку буду использовать, потому что подошва черная, стелька, вот видите, такая довольно толстая, будет мягкая. Сейчас я ее вырежу по размеру подошвы, вот, и затем буду уже обвязывать. Пряжа Melissa Sweet, 75 грамм, 168 метров, стопроцентный акрил. Крючок здесь рекомендуется троечка. Я буду вязать 2,5, 2,25. И вот беру два цвета. Один черный, а второй такой золотистый, очень красивый. Они, думаю, будут хорошо сочетаться. Вот, буду пробовать 2,5 крючок и 2,25 или 3. В общем, попробую сейчас, какой мне больше подойдет. Таким буду вязать. Ну и начинаю я, конечно, с обвязки подошвы. Подошву обвязывать начну не с середины пятки, а где-то вот здесь, за каблучком. Обвязываю подошву крючком 2,25 и вот сюда начинаю, чтобы вывязывать потом пяточку, за каблучком буду обвязывать. А в каждое отверстие, так как у меня по 0,5 расстояние между отверстиями, поэтому буду обвязывать по 2 столбика без накида в каждое отверстие. В первое отверстие провяжу 1 столбик без накида. И затем во все остальные по 2 столбика и закончу опять в первое отверстие вторым столбиком. Вот таким образом. Здесь у меня бортика почти нет, потому что подошва предназначена, в принципе, больше подходит для вязания босоножек, хотя можно вязать и мокасины, и туфельки на ней. Но не очень низкий бортик, поэтому мне пришлось прокалывать внизу. Пониже отверстия, чтобы потом они не прорвали подошву. Хотя качество подошвы, она такая, какой-то полимер, пластик, в общем, довольно-таки твердый. С одной стороны, с другой стороны, в составе там что-то, может быть, еще и резина какая-то, я не знаю. Ну, в общем-то, вот такой, полимерная. Вот так в каждое отверстие вяжу столбик без накида по всей окружности. Провязываем таким образом от начала до конца ряда. В конце ряда довязываю туда, где у меня был один столбик, довязываю второй столбик в первое отверстие и в первую петлю соединительный столбик. Теперь нить я закрепляю и обрезаю конец нити. Пока я ничего с ним не делаю, я потом его ввяжу внутрь между подошвой и стелькой. Вот таким образом обвязку сделали, и теперь займемся
сделаем то же самое со стелечкой. Протыкаем отверстие через полсантиметра друг от друга, обвязываем также по 2 столбика. Это понятно, я показывать не буду. И теперь мы присоединяем стелечку к подошве. Каким образом это делать? Это тоже просто. Не раз уже на канале во многих видео я показывала. Но сейчас просто начну. Обязательно прикрепляем ее в нескольких местах. Или нитью можно привязать, или вот маркерами, как я прикалываю, в нескольких местах для того, чтобы подошва не двигалась. И затем мы будем брать одну петелечку с обвязки подошвы, одну петелечку со стельки и вместе их будем обвязывать. Вот так. Если вы опытная вязальщица, вам достаточно будет прикрепить в 2 местах. Если не совсем, то можно еще 2-3. В общем, так, чтобы подошва плотненько, стелька сидела на подошве. Ровненько, чтобы вы смогли ее привязать. Вот таким образом. И потом далее уже привязываем по всей окружности. Стельку соединяем с подошвой. Концы нити, которые у нас есть, мы прячем под подошвой и проходим вот таким образом весь ряд. Все тоже очень просто. Берем петельку от обвязки подошвы, петельку от стелечки и вместе провязываем столбик без накида. Теперь следующую петельку сразу же вот этот конец нити спрятали под стельку вовнутрь. Следующую берем петельку от обвязки подошвы, петельку от стельки и провязываем столбик без накида. Так как мы прокалывали отверстие на одном расстоянии полсантиметра и на подошве, и на стельке, у нас все вот эти петелечки, они совпадают по количеству. И все вот так делаем соединение подошвы со стелечкой. Провязываем весь ряд по кругу. В конце ряда последние петли соединяем. Убираем последний маркер. И дальше начнем вязать пяточку. Но я так думаю, черная нить не очень хорошо видно на черной нити, как будем вязать, поэтому я сейчас возьму нить вот эту золотистого цвета, такую, которой я буду вязать полоски другого цвета, и я покажу вам на светлой, чтобы было хорошо видно. Ну, столбики без накида тут понятно. Заканчиваем ряд. И в первую петлю предыдущего ряда провязываем соединительный столбик. Вот здесь соединительный столбик, воздушную петлю подъема. И дальше начинаем вязать пяточку. Сейчас я возьму другую нить и покажу вам, как мы будем провязывать пяточку. Намечаем вот пяточку с той стороны. Маркер ставим на таком же расстоянии. И вот это у нас будет вывязываться пятка. Вот начинаю с этого же места, только светлой нитью. Все, сделали воздушную петлю подъема. На противоположной стороне подошвы поставили маркер. Это будет петля, до которой мы сейчас будем вязать. И вяжем вот пяточку.
от центра 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. От центра подошвы в обе стороны по 9 отверстий. И начинаем вязать. Все, воздушная петля подъема. Теперь в каждую петелечку провязываем столбик без накида. Вот отсюда и до маркера на той стороне. Это у нас первый ряд. Вот так вяжем, доходим до этой петли. В конце ряда здесь провязываем последние петли, убираем маркер. Это у нас вот так смотрим, равняем. Там, где у нас был маркер, это у нас последняя петля должна быть. Провязываем еще один столбик и нить переставляем на маркер. Все, конец ряда. Нить возвращаем в начало ряда. Таким образом у нас пятка будет плотная, устойчивая. Вот, и начинаем вязать второй ряд. Вот отсюда, вот где у нас была первая петля, сейчас со второй начинаем. Второй. Вяжем столбик без накида первый. А дальше вяжем второй столбик. Сейчас поближе покажу, чтобы хорошо было видно. Но вяжем не из петли предыдущего ряда, а опускаемся на ряд ниже. Вот сюда, вот. Вот это второй ряд. И вяжем столбик без накида. Теперь снова из петли предыдущего ряда, первый ряд, опускаемся от крючка. Теперь на ряд ниже, вот сюда, во второй ряд. Очень хорошо ориентироваться по нижнему ряду, количество петель. Тогда вы не перепутаете и не навяжете лишних петель, лишних столбиков. Снова из петли предыдущего ряда столбик без накида. Дальше из петли на ряд ниже. Вот так чередуем через один столбик из петли предыдущего ряда короткий, второй столбик на ряд ниже предыдущего, на ряд ниже. Получается чередование длинных и коротких столбиков без накида. У длинных столбиков вот эта передняя петля столбика, стеночка, она длинная, она аж до второго ряда идет. Из петли предыдущего ряда, вот так, видите, из петли предыдущего, из петли на ряд ниже. Короткий, длинный, короткий, длинный, короткий, длинный, короткий, длинный, довязываем до маркера. Вот, доходим до маркера. Здесь у нас остается из петли вот этот последний предыдущего ряда вместе с петлей, которая была на маркере. Провязываем их вместе. То есть у нас последний короткий столбик будет провязываться вместе вот с этой петлей, которая на маркере. Возвращаем снова нить. Опять начало. Сильно не натягиваем вот здесь. Надо, чтобы потом с маркера можно было снять петлю. Поэтому следите, чтобы она слегка была припущена. И вот здесь у нас, видите, вот была петля. Теперь здесь первый длинный столбик, над ним вяжем короткий. Теперь мы будем их в шахматном порядке чередовать. Этот ряд всегда будет начинаться над первым длинным столбиком. И первый всегда будет короткий. Вот короткий. А теперь между двумя длинными столбиками здесь видно прямо куда вводим крючок. Вот в это отверстие. Вводим крючок на ряд ниже и провязываем длинный столбик. Дальше над длинным
короткий, вот в эту петелечку, над коротким, длинный, вот сюда, вот хорошо видно. Я надеюсь, что вам здесь понятно. Пишите в комментариях, хорошо ли видно, достаточно ли понятно, как это провязывается. Над длинным короткий, над коротким длинный. Вот так, в шахматном порядке. Дальше будем вязать аналогично. Все будет в шахматном порядке. Длинный вот над ним короткий. Здесь, в общем, очень сложно перепутать, потому что, ну, видно, между двумя длинными вяжется длинный столбик. Над самими длинными вяжем короткие столбики. И все получается очень красиво. Рисунок плотный, форму хорошо держит. Вяжем так дальше, не забываем нить эту ввязывать, которую мы держим. Вот, видите, над длинным короткий, между длинными вот здесь будет длинный ввязываться, вот в это отверстие. Вот эти отверстия, их хорошо видно. Вот сюда короткий, длинный, короткий, длинный. Вяжем до маркера на той стороне. Доходим до маркера. Здесь провязываем последний над длинным столбиком короткий, над коротким длинный, и остается у нас последний длинный столбик. Мы его провязываем над ним короткий вместе с петлей, которая у нас находится на маркере. Вот так. Надеюсь, вы поняли, да? Все, теперь опять петлю переставляем на маркер. Всегда мы здесь ряд заканчиваем, вот над последним длинным столбиком провязываем короткий. И дальше продолжаем точно так же. Вот смотрите, мы начинали вот здесь над длинным, теперь вот здесь начинаем. Длинный первый столбик, дальше короткий, длинный вяжем до конца ряда. В конце ряда вот здесь провязываем длинный столбик, а потом последний над длинным короткий вместе с петлей на маркере. И продолжаем так вверх. Вот видите, вот таким образом мы провязываем, сейчас посчитаю сколько, до 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. Я провязала 9 рядов вот так со скосом, а теперь я буду вязать прямо. Еще несколько рядов прямо, чтобы у нас получилась такая красивая пяточка. Вот таким образом начинаем с первой петли. Дальше у нас не будет наскос идти, а будет только прямо. Что здесь будет меняться? Мы здесь будем в одну и ту же петлю начинать ряд. Немножко отошла. Вяжем по узору. Вот видите, короткая петля начала, теперь длинная по узору. И буду в нее же начинать следующий ряд. Опять в эту же короткую петлю, в которую я вот начала сейчас. Провязываем следующую петлю короткую, потом над короткой длинную. Ну, то есть тот же самый узор, который мы вязали. Отличие будет только в начале и в конце ряда. Мы больше не будем делать скос. Доходим вот сюда до маркера. И здесь мы уже в конце, смотрите, мы брали вот последнюю петлю. Вот у нас идет, где сейчас у нас длинная петля провязывается, потом над длинной мы провязывали короткую вместе с петлей на маркере, а теперь отдельно провязываем короткую, не трогаем петлю, а вот теперь уже забираем петлю на маркере и провязываем столбик без накида вместе. Видите, то есть у нас получилась как бы дополнительная петля. Мы не сокращаем количество петель, поэтому у нас не будет скоса теперь. И вот этот ряд пойдет прямо. Переставляем петлю на маркер, возвращаемся в начало ряда. Сейчас покажу еще раз.
То есть, видите, вот тут у нас длинная петля, вот мы с нее с короткой начинали. Она очень туго у меня завязана, нам надо снова в нее попасть. Начинаем с этой петли, с угловой. Не забываем про нить, которую протягиваем. Она не должна быть сильно натянута и слабой не должна быть. Вот опять мы провязали здесь. И теперь над длинной петлей еще одна короткая петля. Видите, у нас тут уже... Раньше мы начинали над длинной петлей, всегда над первой, а теперь мы начинаем над короткой петлей. И затем уже идет следующая там длинная, мы провязываем точно так. А в следующем ряду у нас будет 2 коротких в начале, и только потом будет длинная. Вот таким образом, чтобы вот этот бортик у нас шел прямо. Теперь мы уже скос не делаем. Будет короткая петля, а вот после нее длинная петля и снова короткая. Видите как? Была короткая, короткая, длинная, потом уже будет рисунок там. Будет короткая, длинная, короткая. Заканчиваем ряд точно так же. Тоже без скоса провязываем длинную петлю. Над длинной петлей вот здесь в конце провязываем короткую петлю. Вот. И остается у нас здесь короткая петля. А дальше забираем петлю с маркера и провязываем последнюю короткую петлю. Вот таким образом заканчиваем ряд, переносим петлю на маркер и продолжаем таким же образом вязать дальше. Поднимаемся на несколько петель вверх. Вот так, видите, он сначала идет под скос, пяточка, а потом идет прямо. Ставим петелечку на маркер. Дальше возвращаемся в начало ряда и провязываем еще несколько рядов. Вот видите, у нас первые 2 петли, вот сюда начинаем короткий столбик, затем длинный столбик, короткий столбик над длинным. Вяжем всего 5 рядов. Вот когда мы провязали 5 рядов еще сюда прямо, теперь всего у меня получилось 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 рядов в высоту. Этого будет достаточно. Мы сейчас будем делать обвязку. Вот эту нить опускаем вот сюда к самому низу боковой части. И крепимся. Первая петля от пяточки. Провязываем сюда столбик без накида. И дальше двигаемся по боковой части столбиками без накида. Здесь уже никакого узора не будет. Будут у нас поворотные ряды. Туда-обратно, туда-обратно. И мы провяжем так, наверное, 4 или 5 рядов в высоту. Вот таким образом в каждый рядок. Здесь мы видим по количеству рядков. У нас будут столбики без накида. Когда до угловой части добираемся, вот здесь в угловую петлю, нам нужно в одну петлю провязать 2 столбика, чтобы у нас здесь не затягивался угол. Поэтому провязываем 2 столбика с этой стороны в угловую петлю и с той стороны тоже в угловую петлю провяжем 2 столбика и доходим до конца ряда. Вот провязали 2 столбика в угловую петлю, дальше идем по верху пяточки, вяжем в каждую, вот здесь, где у нас петля на маркере, снимаем ее и в эту угловую петлю 2 столбика, дальше вниз вот сюда, столбики без накида, затем изнаночный ряд. Вот покажу поближе, как мы в углу здесь тоже вот сюда в угловую петлю заводим крючок. Вытягиваем нить, снимаем петлю с крючка, с маркера на крючок. У нас получается 3 петли на крючке. Провязываем их столбиком без накида.
И затем в эту же угловую петлю провязываем еще один столбик без накида. Сюда же, вот так. Ну а дальше уже опускаемся вниз. Точно так, как мы делали с той стороны. Таким образом, в каждый рядок вот провязываем столбик без накида. Вот так ровненько должно получаться. Уголочек вот такой. Вяжем до конца ряда. Внизу здесь провязали последние столбики и по боковой части соединительный столбик 1, соединительный столбик 2. Разворачиваемся на изнаночную сторону и начинаем изнаночный ряд. Значит, тут сейчас будет одна особенность. В принципе, ничего сложного. Вяжем столбики без накида в каждую петельку предыдущего ряда. По углам, опять же, добавляем в угловую петлю дополнительный столбик. Здесь поднимаемся до верха. И нам надо, чтобы у нас пяточка, она загибалась слегка вовнутрь, чтобы она потом с ножки не торчала на пятке. Поэтому, когда мы доходим вот сюда до угла, мы пропускаем угловую петлю и вот в следующую петлю провязываем столбик без накида. Вот видите, вот таким образом. Мы просто пропускаем угловую петлю, этим самым мы как бы наклоняем слегка пятку вперед. С той стороны мы делаем то же самое. Доходим до угла, когда вот здесь в угловую петлю провязываем снова 2 столбика в одну петлю и дальше двигаемся до следующего угла. В следующем углу точно так же провязываем в угловую петлю 2 столбика. Вот видите, вот таким образом получается. Мы здесь убираем одну петелечку. Здесь доходим вот так тоже вниз, опускаемся до угла вот здесь. И в углу пропускаем тоже одну петлю. Провязываем одну петлю, одну пропустили и следующую сразу. Доходим сюда, провязываем 2 соединительных столбика, разворачиваемся и вяжем туда-обратно 5 рядов. Я думаю, что этого будет достаточно. В итоге у нас должна получиться вот такая пяточка. Видите, она слегка наклонена вперед. Очень хорошо будет пяточку облегать. И теперь начинаем вязать перед. Здесь будет все очень и очень просто. Я отсчитываю от центра 5 петель вправо, 5 петель влево. Намечаю маркером вот так. Видите, я думаю, достаточно будет у нас. Вот центральная петля 5. В шестую я ставлю, вот здесь тоже 3, 4, 5. В шестую ставлю маркер. Вот таким образом. И теперь начинаю вязать ремешки. Все будет вязаться одинаково, просто они будут крепиться в разные места. Вот с этой стороны убираю маркер, и отсюда я начну с этой петли вязать первый ремешок. Привязались столбиком без накида. И теперь вяжем дальше второй столбик без накида, третий, четвертый, пятый, шестой. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Нить лишнюю обрезаю, конец. И теперь вяжем изнаночный ряд. Начинаем вязать изнаночный ряд. Вот максимально близко показываю, с первой петли. Оттуда, откуда у нас воздушная петля подъема. Вот отсюда, иначе будет неровно. Поэтому вот сюда. Первый,
Второй столбик, третий, четвертый, пятый и вот здесь угловая петля. У нас вот должно быть 6 столбиков. Вот шестой столбик, вот сюда. Она тугая, последняя, она была первая, очень сильно затянута, поэтому сюда вот шестой столбик провязали, делаем воздушную петлю подъема и вяжем лицевой ряд. Точно так же. В самой первой петле от крючка, оттуда, откуда выходит у нас воздушная петля, 2, 3, 4, 5, 6. И так мы продолжаем дальше. У нас должно быть провязано 6 столбиков в каждом ряду. Воздушную петлю вяжем и 6 столбиков без накида. Разворачиваемся и вяжем так дальше. Вяжем вот сюда до этого маркера высота подъема пальчиков. Замеряйте, какая у вас высота подъема, и провязывайте. Вот я провязала уже первую полоску. Сейчас я вам скажу, сколько тут рядов. Получился 21 ряд. Вот снизу. Смотрите, как она будет крепиться. Я провяжу сейчас еще один ряд. Сначала покажу, как будет крепиться полоска. Вот так она будет выворачиваться. Вот видите, вот так закладываем ее. И будем прикреплять вот к этой стороне. Сейчас я провяжу еще один ряд. Мы вот от маркера потом будем крепиться к подошве, к боковой части. Поэтому, если вдруг вы закончили вот на этой стороне, то может быть достаточно остановиться, чтобы с той стороны прикрепляться. Итого у меня получится 22 ряда. То есть 11 лицевых, 11 изнаночных на первой полосе. Сейчас последний ряд провязываю. И дальше будем прикрепляться. Прикрепляться к боковой части будем соединительными столбиками. Все. Вот таким образом мы ее загибаем. И теперь смотрите, я убираю маркер. Вот эта петля, где у нас был маркер, эта петля у нас будет первой петлей, к которой мы будем привязываться. Нет, не так. Вставляем крючок с лицевой стороны боковой части. Не с изнаночной, петлю зафиксировали. Вот с лицевой стороны крючок вводим сюда, в эту петлю. Захватываем петельку от нашей полосы и привязываемся. В следующую петлю вводим крючок. Не очень удобно, падает постоянно подошва. Вводим следующую крючок, затем в следующую петлю на полосе крючок и соединительный столбик. Теперь следующую петлю боковой части, петлю на полосе на ремешке этом и соединительный столбик. Продолжаем вязать до конца, провязываем все петельки по одной, не пропускаем. Крепление будет достаточно жестким, потому что тут мы нить не обрезали вообще, очень хорошо будет держаться. Хотя, если сложно, если не можете, можно даже взять
нить обрезать подлиннее, оставить конец и потом взять и пришить. Ну, я думаю, что вы справитесь. Вот такая получилась первая у нас шлевочка или ремешок. И теперь мы свяжем еще 2 таких черных, а потом еще 3 золотистого цвета. Двигаемся дальше соединительными столбиками. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь мы вот оставляем расстояние. Я думаю, что достаточное будет расстояние. Теперь будем провязывать второй ремешок. Воздушная петля подъема. И вяжем столбики без накида по изнаночной стороне. 1, 2, 3, 4, 5, воздушная петля подъема и назад. Вот такую же точно делаем полоску, замеряем, какая у нас высота тут подъема, какой длины она должна быть, отступаем тоже, пропускаем 4 петли, в 5-ю присоединяемся вот сюда. И точно так же довязываем. Провязали полосу необходимой на длины и сворачиваем ее точно так же, разворачиваем, как вот первую. То есть вот так загибаем ее, вот, и привязываемся к этой стороне. Точно таким способом, как мы привязывались, соединительными столбиками. После того, как мы привязались, теперь у нас 2 полосы, нужно сделать еще одну. Это будет последняя черная. Двигаемся от этой полосы 4 соединительных столбика. 1, 2, 3, 4, 5 начинаем вязать полосу. 1, это уже столбики без накида. 2, 3, 4, 5, 6. И еще одну такую же полосу на 6 столбиков. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд. То же самое, начиная с первой петли от крючка, чтобы края были ровненькие. 2, 3, 4, 5, 6. Тут ничего сложного в этой модели нет. В общем-то, как вы поняли, все очень просто. Все состоит из обычных полосок. Воздушная петля подъема, разворачиваемся. И по лицевой стороне снова 6 столбиков без накида. И продолжаем так вязать. Но здесь мы будем делать такую длинную достаточно полосу. Сейчас я вам покажу, как она должна у нас, в общем-то, выглядеть. Как нам замерить высоту подъема.
Провяжем сейчас вот этот ряд еще. Пятый и шестая. Вот шестой столбик провязали. Воздушная петля. Дальше будем изнаночную вязать. Еще раз уточняю, показываю. Смотрите, вот с первой петли от крючка, с той петли, где у нас воздушная петля подъема, вот отсюда 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема и продолжаем вязать дальше. Вот смотрите, как нам надо ориентироваться на длину вот этой третьей полосы. Хорошо было бы на ножку примерить. И вот у нас она будет не прямо лежать, вот так. Мы будем подтягивать встречными полосками, поэтому будет немножко наверх идти. А вот эта последняя, она будет вообще ложиться вот так. Вот сюда и потом вот сюда. Вот так нам нужно замерить высоту подъема. Видите? Вот таким образом, чтобы она шла наверх. Вот так будут подтягиваться они, потому что мы будем вязать еще золотистые полоски. Вот таким образом я связала, тоже завернули. Я думаю, вы тут справитесь. Все одно и то же делаем, только разной длины. Все, сделали 3 таких полосы. Теперь нам нужно под застежку ремешок сделать. Вот здесь у нас будет застежка с этой стороны, поэтому с внутренней стороны мы присоединяемся и шириной тоже на 6 петель мы сделаем застежку. В шестую петлю сверху вот сюда присоединяемся. Я думаю, что ширина 6 петель будет тоже нормально, достаточная. И вяжем ремешок. Обязательно не перепутайте, нам надо крепиться с внутренней стороны, потому что ремешок будет застегиваться у нас с наружной стороны ножки. И там у нас будет пряжка с той стороны. Пряжку не будем крепить к ремешку, а будем крепить сразу к вот этой пяточке. То же самое, что мы делали вот с этими полосками. Вяжем туда-обратно вот такую вот ремешок, который нам нужен, чтобы обхватывал ножку. И чуть длиннее, чем объем ножки. Вот на этой стопе мы, соответственно, будем вязать тоже с внутренней стороны на наружную. Вот такие же, как мы вязали, ровненькие. По 6 столбиков поворотными рядами. Изнаночный и лицевой ряд вяжем одинаково по 6 столбиков. Тоже с первой петельки начинаем вязать столбики. Всегда, когда вяжем вот ремешки, вот эти полоски, первые 3-4 ряда неудобно, потому что надо саму туфельку держать. А дальше уже легче будет, потому что вы будете держать уже саму полоску и поворачивать ее. Поэтому будет быстрее и удобнее. Немножко нить расслаивается, поэтому приходится
останавливаться и ее подбирать. Крючок маленький, но я не хочу менять на больший, потому что рыхлое вязание потом получается. Поэтому вот таким крючком вяжу все изделие. Крючок 2,25. Он, конечно, для этой вот пряжи не очень подходящий. Но зато получается красиво, ровненько. Вязание получается плотное. Ну, как видите, соскальзывает нить с крючка. Ее частенько приходится ловить. Я думаю, что вы тут поняли уже. Тут можно точно так же. Мы вяжем этот ремешок. Вымеряем длину обхвата ножки, какая нам нужна. И оставляем еще примерно 2,5-3 сантиметра на то, чтобы этот ремешок застегнулся в этот застежку в саму, в пряжечку. Либо на конце ремешка можно его сделать короче до той стороны пяточки. И на конце сделать петельку из цепочки воздушных петель, и потом на пуговку застегнуть. Можно так. Можно сделать кнопку. Можно поставить, например, крючочки на застежку, если нет пряжки. То есть тут можно уже придумать все, что угодно. Но мне кажется, сюда подошла бы красивая золотистая пуговица. Потому что черная с золотым таким, он не желтый цвет, он такой золотистый. Золотистая пуговка подошла вот сюда как застежечка. Все. Думаю, что вы здесь справитесь тоже. Провязываем этот ремешок. И дальше будем уже вязать золотистой нитью. Сейчас я покажу, где мы будем присоединять первую. Вот такой ремешок у меня получился. Ровненький, ничего тут особенного. Вот. В конце я с каждой стороны убирала по одному столбику, по одной петельке. И получился такой остренький конец. Все, сейчас вот здесь, прямо под ремешком, вот такие будут полоски. 3 полоски, я думаю, что вы легко с ними справитесь. Беру вот эту золотистую нить. Очень красивый цвет, просто невероятно. С черным смотрится просто идеально. И присоединяюсь. У них одинаковые параметры абсолютно. Здесь тоже на 75 грамм 168 метров. Поэтому я ни крючок, ничего не меняю. Вот сюда, в следующую петлю, прямо вот после ремешка. Вот отсюда я начинаю вязать. Ширина полос будет точно такая же. Вяжутся они точно так же. Привязываем точно так же боковым частям. Поэтому я думаю, что здесь даже незачем тратить время ни вам, ни мне, чтобы просматривать. Вы сами справитесь. И места прикрепления этих полосок вы увидите уже на готовом изделии. Я покажу. Ничего здесь такого особенного. Здесь мы просто прикрепляем конец нити. Я ввязываю сюда и тоже вяжу длинную полосу. Начинаю с верхней, потом среднюю и потом уже самую последнюю. Дальше эти 3 полосы надо будет продеть под вот эти черные и прикрепить с другой стороны. Вот, провязываем мы таких 3 полосы. И я сейчас вам покажу, как их собрать потом. Я думаю, что это несложно. Друзья, обязательно напишите свои комментарии. Нравятся ли вам модели, которые я на канале выставляю? Интересно ли вам? У меня сейчас есть идеи такие новые, я буду скоро выставлять. Ну а пока, если вы еще не все модели просмотрели, заходите на канал, выбирайте. Вот вяжем вот сюда.
замеряем вот так длину, когда провязываем. Вот видите, она потом должна будет вот так зайти. И не забываем, что на наружной стороне у нас будет там застежка, пряжечка, и под нее сразу привязываемся. Ну и последнее, показываю сборку. Вот у нас идет первая полоса. Начала я ее, привязалась вон туда, сразу за черной третьей полосой. Вот отсюда она будет идти. И под первую полосу впереди. Вот так будет заходить. Затем здесь вниз. Затем наверх. И заканчиваем тоже вот здесь. Вот здесь у нас будет привязана нижняя полоса желтая. Следующая, вторая, привязана вот между третьей и первой будет. Пропускаем мы ее под вторую центральную. Переворачиваем тоже, загинаем вот таким образом. И в шахматном порядке, раз она идет сверху, значит под низ теперь. Вот это будет вторая. Ну и первую, которую мы начали с вами сверху вязать, она будет проходить вот так под самую верхнюю черную полосу. И привязываемся мы с другой стороны прямо под пряжечку. Вот так, видите? Вот таким образом. Я провязала вот две модельки. Одну без каблучка и цвет основной золотистый, а второй основной цвет черный. Ну, в принципе, обе модельки хороши. Ну, на каблучке, конечно, смотрится элегантнее. И черный цвет тут выигрывает, как основной. Поэтому я предпочитаю вот такую модельку. Ну, хотя, если без каблучка, тоже можно в ней бегать. Она больше похожа на спортивную. Друзья, если вам это видео понравилось, пожалуйста, поставьте свой лайк, не забудьте подписаться на канал, делитесь этими видео, которые вы смотрите на канале, в своих соцсетях, в пабликах. Это помогает мне продвигать канал. Я очень рада, что вы остаетесь со мной. У нас с вами еще много впереди интересных мастер-классов. Я буду для вас стараться. И очень рада за то, что вы даете мне свою обратную связь. Вообще, всегда, когда вы мне что-то пишете, меня это очень и очень воодушевляет. Итак, друзья, рада, что вы были со мной. Думаю, что наша модель получилась. Она довольно достойная. Я желаю вам ровных и красивых петелек. И до новых встреч!